Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это карты Таро, и я для вас в ваше время, когда вы нашли видео, посмотрю на старинном цыганском раскладе, который называется так романтично «Друг тоскующих». Посмотрю для вас вашу личную жизнь и вообще какие перемены у вас на пороге, как будет меняться ваша жизнь, что хорошего произойдет. Мы посмотрим, к чему вы готовы. Может быть, вы к чему-то готовы, чего вы не знаете еще о себе, да? Красивый очень расклад. Кстати, он по мотивам Кельтского креста. У меня об этом есть уроки. Я как исследователь Кельтского креста изучила все цыганские расклады и поняла, что они практически все основываются на правильной выкладке Кельтского креста. Ну вот, загадайте себя или любимого человека, свою жизнь, любую сферу жизни. То, что я буду говорить, будет вас касаться. Кое-что можно будет отбросить за ненадобностью, но в основном все будет вас обязательно касаться, и этот расклад поможет вам, если вы ему позволите увидеть, что у вас на пороге. Итак, мы смотрим для вас всю правду. Что скажут карты? Давайте я так буду выкладывать, чтобы вам виднее было, да? Вот таким образом. Выкладывается так, но поскольку экран-то длинный, идея та же, абсолютно та же. Я буду добавлять в каждый дом еще карты, а вначале я дома выложу, чтобы основная идея была каждого дома, а потом буду добавлять карты. Они у меня здесь близко находятся. Итак, что же ждет от вас Вселенная, каких шагов и что вам даст Вселенная, да? Вот эти две карты, они важны, потому что здесь будет видно, кто вы и что вам противопоказано, что вам полезно. Да, вот вы – это как восьмерка жезлов. Вселенная видит вас как восьмерка жезлов. То есть человеку, которому вот-вот уже должно повезти. Вы уже прошли самое трудное время, теперь настает время везения. Что может вам помешать? Это девятка жезлов. Нет, ничего, потому что движение вперед от восьмерки к девятке. Здесь вообще вы полностью победитель, смотрите, и звезда, и солнце, и вы просто в своей силе находитесь, а за спиной еще больше силы. То есть здесь вы человек удачливый, Вселенная видит вас, человека удачливого, хорошо. Но мы посмотрим основание ваше, то есть ваше ДНК, можно сказать, да, эмоционально-ментальное. Кармическую отработку вы прошли. Это основание, то, что было раньше. Да? Эти две позиции, то, что было, напомню вам, это позиция, то, что будет. Это то, что было в ваших прошлых жизнях. И здесь я вижу, конечно, карму сильную. Отработку кармы, девятка меча. Но вы отработали, прошли. 9 это уже вы прошли. Очень сложный был у вас период в жизни, вы многое принесли, многое испытали. Здесь может быть кармическая какая-то отработка, может приворот был какой-то, может это был какое-то проклятие на вашем роду, но это что-то очень тяжелое вы прошли. И то, что вам не везло в последнее время, это просто было вот, нужно было пройти эти тяжелые моменты, да. Какая-то магия была, может быть, на вас. Сейчас посмотрим, я возьму дополнительную карту, посмотрим. Паж меча, да, кто-то сделал магию, потому что паж – это хлопоты какого-то мага, можно сказать, да. Кто-то, может, обращался к колдуну, кто-то, кто вас ненавидит. Еще раз повторяюсь, нормальный человек с нормальной психикой специально плохо делать не будет. Если кто-то вас ненавидел, это нездоровый человек, потому что, ну, нельзя просто вот так поступать, как с вами поступили, это ужасно. У вас забрали силу, у вас забрали энергию, у вас забрали буквально по капле все. И вы знаете, что все, что было, это было, но человек получил обратку. Вот этот человек, сейчас подумайте о том, кого вы имеете в виду, это может быть как мужчина и женщина, человек получил обратку, потому что 9 это уже все. Его влияние на вас закончилось, или ее, это вполне возможно, это женщина, пажи часто это женщины, да. Что уходит навсегда? Да, смотрите, это она и есть. Или разлучница, или негативная персона, или какая-то сплетница, может, на работе или в семье, но она уходит навсегда, ее ждет обратка, очень мощная, страшная обратка, бумеранг ждет этого человека.
уходит навсегда ее влияние, потому что именно в этих позициях эта карта может многое означать, зависит от того, какие карты, да, вокруг и позиции карты. То есть именно в этой позиции, что уходит навсегда и никогда не вернется, уходит ведьма какая-то, которая никогда не вернется. Это магическое воздействие, конечно, которое уходит. Еще будет подсказка. Может быть, на финансах у вас было магическое воздействие или на вашем мужчине, что он не мог заработать, не мог отложить денег. И была воспроизведена какая-то магия сделана, да. Причем от человека очень злого, очень завистливого и очень мстительного. Здесь именно мстительный человек. Именно мстительный, да, какой-то человек делал вот эту гадость. Мстительный человек был. Так, сейчас смотрим. Это вы, а это другие люди. Вы. Королева Пентаклей. Ну, к вам возвращается ваша сила. К вам возвращаются деньги, к вам возвращается ваш потенциал. Любовь, восстанавливается финансовый поток. Смотрите, букет – это благодарность, это особые подарки, это заботы, это что-то хочет вам сделать подарок, сюрприз. Восстанавливается ваша жизнь. Очень красивая, кстати, карта. Это вы, красавица, умница. Посмотрим, что высшие силы хотят вам сказать лично вам, потому что это ваша позиция лично вам. Что хотят высшие силы сказать? Сила, вот две карты одно и то же, сила восстанавливается. Еще и королева меча. Вам нужно быть посмелее, поактивнее в своей жизни. Вы немножко пускаете на самотек из-за страха, но не мудрено, потому что здесь какой-то профессионал-маг, грязный маг делал заказ какой-то, я уже говорила об этом. Это может быть и колдун, кстати, мужчина, но... Или же, вот смотрите, 2 раза заказывали, ну что-то было грязное сделано, да? Вам пришлось защищаться, вам пришлось защищать свое доброе имя, защищать свои интересы. От вас требуется еще больше силы. Лаванда – это восстановление здоровья и справедливости, восстановление справедливости, потому что меч – это справедливость. Вам нужно восстановить справедливость, которая была нарушена. Другие люди – это и плохие, и хорошие здесь. Будет много показано. Я смотрю только прямые в этих рамках, потому что по кругу все идет, мои уважаемые друзья. Здесь паж чаш. Это какой-то человек, который вас любит. Новый человек. Видите, какой шторм, какая волна, да? Сумасшедшая волна. Вдохновение, волна какого-то счастья, какой-то любви. Кто-то хочет вам объясниться в любви, какой-то человек. В вашей жизни, в вашем окружении, знаете, мы посмотрели, да, есть действительно очень злые люди, очень жесткие, жестокие и не то чтобы даже завистливые, а мстительные. Именно мстительные. Но еще в вашей жизни есть очень добрые люди, которые вас любят. Сейчас посмотрю, еще возьму карту, вот эту. 10 жезлов. Есть в вашей жизни люди, которые хотят взять все ваши тяготы на себя, да? Вот это как ангел, который, знаете, это притча, когда человек говорит, да, вот смотри, Бог, когда мне было очень плохо, ты вообще со мной рядом не шел, а Бог говорит, да это же мои шаги, я тебя на руках нес. Вы знаете эту притчу, она такая популярная. И вот эта комбинация из 2 карт именно об этой притче и говорит. Когда высшие силы на руках вас несут. И есть люди в вашей жизни, которые готовы на все ради вас, которые готовы вашу ношу на себя взять, всю ношу, всю тяжесть вашу, защитить вас от негатива своим телом, как нам амбразуру, да, от негатива, и построить для вас счастливую жизнь. Есть такие люди, если нет, так вот-вот будут. Потому что вы можете думать, что и нет у вас таких людей, но карты показывают, что есть. Значит, они уже в пространстве есть, и им только стоит открыться. И пишите в комментариях, как проигрался расклад. Я точно знаю, что откроются эти возможности для вас с такими людьми общаться, дружить, любить, быть в отношениях с очень замечательными людьми, которые готовы вам в любой момент подставить свое плечо и помочь. И защитить особенно от наговоров, от сплетен, от грязной магической гадости всякой, да.
Так, я возьму только посмотрю. Давайте все посмотрим, которые перевернулись. Это что-то еще по этому поводу хотят сказать высшие силы. Восьмерка меча. Вот именно вас оградить, вас вот эти путы вам раскрыть, да, показать вам правду и информацию ложную убрать. Какая-то вот эфемерная информация дана была вам относительно вашего вопроса. Кто-то запутал вас специально, дал вам ложную информацию. Семерка меча. Кто-то украл энергию у вас, может, украл какую-то интеллектуальную собственность у вас. Ну, воры, они есть воры, они рождены в таком формате рождены, да, уже сейчас доказано, что воры, это, конечно, рождается человек с таким менталитетом, его нужно лечить, а не наказывать. Но этому вору все равно придет обратка, все равно наказание придет, потому что наказание люди не должны делать Всевышний, он дает обратку. Семерка чаш. Вот понимаете, сколько негатива, сколько внушение, некоторые даже самовнушение или самосглаз, потому что кто-то начал вас сглаживать, и вы продолжаете самосглазом заниматься. Какое-то внушение вам было сделано. Так, дальше смотрим, и я смотрю, что у вас-то все будет выравниваться, потому что есть много светлых сил, которые с вами заодно, но темные силы уходят. А будущее, это возможное будущее, это наверняка возможное будущее. У нас здесь карта Луна, это личная жизнь. Луна — это перемены, конечно, символ перемен, это, видите, Луна. Это когда вы знаете, что делать, вы знаете, как защититься, вы знаете, что высшие силы у вас на вашей стороне. Луна — это вы откроете в себе какие-то магические способности, которые вас защищают. Вы, кстати, чувствуете, что у вас есть эта сила внутренняя, стержень этот, да, который защитит от любого негатива. Карта Луна. Еще берем дополнительную. И тройка жезлов. И вот что говорит Луна. Что теперь вот по лунному свету, то есть личная дорога человека, вы придете к реализации, что перед вами открывается весь мир. Это карта перспективы, да. Эти жезлы — это обновление силы, это то, что вы выше всех врагов, намного выше. Им за вами не угнаться. Открывается перспектива для взаимодействия с другими мирами, с другими поколениями, с другими странами и народами, взаимодействие для бизнеса, для любви. Вот это все открывается возможность. Эта перспектива очень сильная. И вот эта лунная магия — это церковная магия. Ведь магия Луны в церкви производится, вы знаете, да? Церковная магия — магия Луны. То есть это, наличное, потому что личный спаситель. Там все очень глубоко, я иногда рассказываю об этом, но не в этом видео. Просто доверьтесь, что у вас откроются возможности огромные. Луна — это женская судьба. Женская судьба — 3 кавалера, 3 человека, которые вами интересуются, хотят вас выбрать. А выберете ли вы кого из них? Это уже ваш выбор за вами. Выбор точно за вами. А также здесь я вижу, что реализация каких-то ваших творческих планов профессиональных, может, найдете работу за границей или же будете торговать с людьми с разных стран. Это очень мощная перспектива. А это то, что будет. Смотрите, что будет. 10 пентаклей. Вообще лучше карты и не желать, да? Обнимаетесь вы с любимым, поколения дружат. Есть верность, преданность, есть много денег, есть свой дом, своя крепость или апартмент, хорошая квартира. Есть отложенные деньги, есть инвестированные, может быть, у кого-то. Есть самое главное, что есть специальность. То, что за плечами не носите, то, что приносит человеку счастье. Возможность реализовать свои таланты. Это у вас есть. Это у вас не отнимешь. Никто не отнимет. Потому что это единственная инвестиция в себя. Знания никто не отнимет. 10 пентаклей — это финансовая свобода, прежде всего. Финансовое благополучие. И собака на этой карте — это защищенность, которую вам дает Вселенная. Дополнительная карта — королева жезлов. Силу восстановите свою полностью. Вот к чему приведет вас будущее. Смотрите. Я без слов, да, в принципе, самое важное — это взять карту, задать вопрос. Взять карту — это нужна сумасшедшая концентрация предсказателя. Вот такая моя судьба — это делать, и я люблю это делать, но это нелегко. Смотрите, что в будущем вас ждет. А
прочесть карту, ну так вы и сами видите, я просто с вами разговариваю, мне приятно с вами быть. Сила вам вернется полностью, троекратно, я бы сказала даже, и вы восстановите отношения, если отношения зашли в тупик и стали нехорошими. Восстановите отношения, будет верность и преданность, безусловная любовь с собакой, безусловная любовь, это как родитель, Бог, Творец, и это вы, ваш внутренний ребенок. И вот этот, видите, вот эта искра божественная. Здесь божественная искра в благополучии. Вот именно в благополучии. Жизнь вам будет давать благополучие, понимаете? Вот это самое главное, что вам нужно знать. Потом мы еще посмотрим страхи, надежды, итог. Итог всего расклада. Но жизнь вас будет баловать теперь, судьба вас будет баловать. Это видно в раскладе. Итак, смотрим страхи или надежда. Если карта плохая, страхи, и нужно с ними будет проработать их. Если карта хорошая, надежды. Это карта колесница, старший аркан. И она говорит, знаете, о чем? Все очень быстро будет меняться. Видите, Луна, опять же, перемены. Как говорится, придержите своих лошадей. Да, мои мысли, мои скакуны. Смотрите, не переусердствуйте, смотрите осторожно на поворотах. Колесница предупреждает о том, что перемены будут такие сильные, что вы просто будете видеть это как такой, знаете, прорыв. Это как прорыв, как молния, как гром с ясного неба. Ну, в хорошем плане, в хорошем понимании. Когда, вы знаете, долго шел дождь, целую неделю, вдруг солнце такое яркое. И когда такой сильный прорыв, мы можем потерять управление. Потерять управление. И высшие силы предупреждают, не потеряй управление. То есть помаленьку, не спеша, шаг за шагом. Как я говорю, всегда мне высшие силы открывают вот по этой карте. Имей свои желания. Желание – это как молитва, да, петиция Творцу. Делай все, что можешь, и не торопись, не делай все сразу. Сразу ничего не сделаешь. Делай все, что можешь ежедневно в том, чтобы реализовать мечту. И не торопись. Какая еще будет подсказка. Рыцарь Пентаклей, деньги, это или кавалер какой-то новый денежный, это что-то очень хорошее. Это защитник. Здесь вот такой олень, да. Олень – это, конечно, связь с божественным, потому что в северных народах олень – это мужское божество летнее. В северных народах мужское и женское божество, они 50 на 50, одинаково совершенно, нет предпочтения мужское или женское. И есть 4 женские божества и 4 мужских, в зависимости от времени года. Олень – это северное божество мужского начала, летнее. Так что, ну что такое летнее? Это когда все роскошно. У вас будет роскошная жизнь. Лето как роскошь, да, и поэтому Пентакли, рыцарь – это перемены. Перемены. Если у нас здесь, понимаете, вот этот, помните, я говорила, негативный субъект, паж, то есть ищет, как вам подножку поставить, да, паж – это поиск, в этом случае это негативный поиск, то это решение проблем. Это когда вы под защитой высших сил, когда вы победили врагов, когда вы их побороли. Или же это ваш, вот как я говорю, может быть, у кого-то, у многих проиграется, кстати, что это любимый человек ваш, который пересилил, поборол всех ваших врагов, да, и добился для вас большой удачи. Это, конечно, когда у вас уже есть прорыв. Это хорошие карты. Раз хорошие карты, значит, ну, это просто карта предупреждения, не торопись. Если будет встреча с мужчиной, кавалером новым, не торопитесь, узнайте, не влюбляйтесь в него сразу, узнайте его поближе, пусть он раскрывается перед вами. Но это будет хороший человек. Но вообще это просто намек на вам, что торопиться вообще никогда нельзя. Всегда постепенно. Это итог расклада. Это колесо фортуны, какое счастье. Сейчас колесо движется, перемены идут в сторону плюс. Это как монета, да. Здесь много о деньгах, много о достатке, много о благополучии, да. И во все сезоны года, видите, весна, лето, зима, осень. Все сезоны года. Кто-то скажет, снега нет. Знаете, ну вот как, например, где я живу, так у нас снега и не бывает никогда, но здесь все сезоны имеются в виду, все стихии даже, да,
Вот такие все стихии: земля, воздух, вода и огонь, все стихии тоже. То есть все стихии теперь с вами заодно, хотят, чтобы вы победили, хотят, чтобы вы достигли самого лучшего своего будущего. Вам будут способствовать высшие силы. Высшие силы будут с вами заодно, на вашей стороне, будут вам способствовать и помогать. Ангелы-хранители будут помогать. Ну а также я смотрю, что люди, здесь был разговор, да, о других людях, это дом других людей. И надежда, конечно, исполнится. Потому что если в этом доме карты хорошие, эта надежда исполнится. И если колесо фортуны выходит в 10-й позиции, да, это позиция итога, вывода и как все будет, чем сердце успокоится, если так по традиционному, да. Если в этой позиции выходит колесо фортуны, конечно, это успех, это удача. Вы знаете, будет фундамент под ногами, ведь пентакли — это фундамент. Деньги не нужны для того, чтобы транжирить их. Деньги нужны, чтобы ощущать, что есть платформа, есть фундамент. Туз меча. Но нужно взять свое богатство, нужно взять свое добро. Вы до сих пор свое добро не брали, вами до сих пор пользовались. Вам нужно его взять. Видите, орел? Да, орел белоголовый. И горы, и орел. Вот как у нас здесь Rocky Mountains. Скажите, если в вашей местности есть горы, дорогие мои друзья, откуда вы? Со всего мира ведь люди есть, да, мои друзья. Но это горы, это просто символ. Это символ, метафора достижения. И орел достигает, конечно, высот, да, вы достигнете высот своей смелостью и справедливостью. Справедливо теперь судьба повернется к вам лицом, и это по справедливости, потому что вы этого заслужили. Вот по этому раскладу вы заслужили этого благополучия, вы заслужили себя чувствовать комфортно, потому что долго вы к этому шли, и вы шли через неимоверные преграды. Через эти горы перешли, да, заваленные, может, снегами, и всякие опасности были, подводные камни, это вы сами знаете. И орел — это символ связи с высшими силами, да, это ангел-хранитель. И орел, вот еще это символ, как гомеопат, говорю, не сопротивления, а работы со стихиями, потому что орел, кстати, они же очень тяжелые, да, и они парят. Вот смотрите, другие птицы маленькие, они так стараются, но сокол, например, да, так мускульный. А орел, он парит, он использует силу ветра. То есть он интеллигентный, умный в смысле. Интеллигентный, у нас раньше думали, что культурный, intelligent, кто-то так перевел, да. Но интеллигентный это человек умный. Знаете, еще в другом понятии street smart, умный, вот как жизнь научила. Вот вы человек умный, жизнь вас научила. Ну, у вас, конечно, есть профессии, таланты и все такое, но вас тоже научила жизнь. Научила жизнь, как взаимодействовать с миром. Не противостоять миру, потому что если бы орел противостоял с миром, он бы так и упал, да? А как взаимодействовать с миром? Ведь есть другие орлы, такие как стервятники, они вообще далеко не могут лететь, потому что они парить не умеют. Они такие же тяжелые, но они для другого хороши. Они очистят планету, они катализаторы, такие очистители, да. Вы можете взаимодействовать с миром и справедливо взаимодействовать с миром вы будете. Наверняка и мир вас будет, конечно, жаловать и любить. Давайте я эти карты здесь оставлю, чтобы вы их видели. И знаете, если сделать сумму расклада, так вот, не переживайте об этих негативных людях. О магии, приворотах, какой-то гадости, зависти, какие-то привязки кто-то хотел навязать, лярв, сущности, подселенцев, какая-то ведьма или какой-то мужчина в этом плане, да. Ну что они хотели сделать? Они хотели вами воспользоваться. Пока вы не идете по своей дороге, кто будет по вашей дороге идти, да? Хотели вас с вашей дороги сдвинуть. Часто пророчества такие каркающие это может быть. Или же люди, которые просто, ну, злые от природы, и вы попались им в плохое время, да, под руку типа. Такое тоже у некоторых может быть. Но я здесь вижу, что сила ваша будет восстанавливаться. Вы восстановите денежный поток, энергетический поток. Это восстановление здоровья, крепкое здоровье. Тройная сила выдается. Луна — это ваша мудрость, ваше умение по жизни идти и находить, да, большим трудом,
терпением, но находить счастье себе и сражаться за свое счастье, не сдаваться никогда и ни при каких обстоятельствах. На вашем пути есть люди или будут, которые вас поддержат, помогут, подставят вам плечо. И еще высшие силы вот хотят вас видеть в этих двух картах. То есть они хотят вас видеть уверенной в себе, не скрывающей себя, показывающей себя во всей своей красе ума и тела, а также решительной, очень решительной. Вот две королевы, да, вот так вас видят высшие силы. И у вас может быть развита какая-то вот такая жилка, знаете, это жилка, что трудяжка, да, трудяга, терпеливая трудяга. Или у вас есть жилка решительности. Вы можете точно описать то, что вы чувствуете, и смелости в своих высказываниях. Вот у разных слушателей по-разному проиграется. Если у вас этой жилки больше, вам вот эту нужно развивать, там, где меч. А если этой больше, то вот эту, где пентакль, нужно развивать. Но у вас высшие силы хотят видеть вот это две ваши стороны медали, две половинки ваши, да, две части ваши. Высшие силы говорят, необходимо вот эти две части иметь вам в равной степени. Это ваши надежды, чаяния, интересы, планы ваши, исполненные уже, да, исполненные. Это когда вы уже очень успешные, очень. И если вас что-то тревожило, то этот расклад развеял все тревоги. Я в этом больше чем уверена, если вы этому раскладу позволите это сделать. Очень мощно поработал, на мой взгляд, друг тоскующих для вас, а вы мне дайте знать, дорогие мои, как у вас идет. Все плохое пусть уходит и никогда и ни при каких обстоятельствах не возвращается. Вы чувствуете, как вам стало легче, правда? Вот так работают расклады, мои дорогие. А все хорошее пусть остается и приумножается, все остальные карты хорошие. А я знаю одно, что вы будете очень-очень счастливы. Очень и очень счастливы вы будете. Я сделаю оберег. Это моя авторская разработка, которую я очень-очень давно практикую. Делаю для вас оберег. Я знаю точно, что у вас просто все будет замечательно. Ставьте лайк, пожалуйста, или дизлайк. Оцените, пожалуйста, мою работу по достоинству, так как вашему сердечку угодно. Не волнуйтесь, это все анонимно. Но это все хорошо для вас, для выражения эмоций. Можно у меня заказать курсы Таро. И это можно сделать у меня только на официальных сайтах. И переход на официальные сайты есть в описании каждого моего видео на всех моих каналах. Только там мой официальный сайт. Если хотите уроки, нужно приобретать уроки только у автора. Потому что я никогда не имела никаких посредников. И это очень важно знать. Также подписывайтесь на канал. Если под видео написано красным подписаться, вы не подписаны. Но почему не подписаться? Это же просто свидетельство вашей дружбы со мной. Почему нет? Я с вами дружу, потому что каждый день делаю для вас расклады. Люблю вас очень. Обожаю и очень хочу, чтобы у вас было все просто замечательно. Люблю вас, обожаю и знаю точно, что мы скоро увидимся. Не забывайте, пожалуйста, писать комментарии, потому что это важно высказаться. Это все, понимаете, вот когда вы пишете, высказываетесь, вы же раскрываете душу, а это очень хорошо, тогда Вселенная видит, что вам нужно, да? Так что пишите комментарии, буду с нетерпением и ждать. До новых встреч, мои уважаемые и дорогие друзья.